Привет! Ну что, давненько у нас не было наушников, а те, кто на канале давно, знают, что именно с них все и началось. Сегодня мы поговорим, наверное, про одни из самых стильных, что были на канале, и это не какие-то китайские наушники. Sudio FEM. Это шведская компания, и название состоит из двух слов, по-английски Swedish и Audio. Получилось Sudio. Если вы меня спросите, слышал ли я про такую компанию, не слышал. Вкратце, что тут есть. IPX5, сенсорное управление, регулировка громкостью, ну и выглядят они тоже прикольно. А теперь по порядку. Комплектация такая. Кейс, наушники, сменные амбушюры, Type-C проводок, буклет и гарантийная карточка. Еще отдельно в транспортировочной коробке была сумка для переноски. Непонятно, ее всегда кладут или только мне положили. Она как бы тоже прикольно выглядит и все такое, только какое ее практическое применение. Типа ходить отдельно с такой сумкой наперевес только для кейса? Короче, не очень практично, но за заботу в любом случае спасибо. Но вот за дизайн сразу хочется отправить плюс в копилку. Все такое типа эко-кожаный непрактичный, правда, ремешок у кейса, сумка такая полукрафтовая. В общем, все выглядит стильно, вот прям в руках держать приятно. Материал и качество исполнения тоже приятный. Черный матовый кейс, крышка практически не люфтит в открытом состоянии. Открыв ее, можно увидеть 4 индикатора заряда. Но крышка не умная. Подключать наушники нужно по старинке, достав их из кейса. Сами наушники по сборке тоже без вопросов, но давайте на чистоту, большеваты. Больше, чем у Galaxy Buds, больше, чем у AirPods Pro. Не в каждое ухо, в принципе, такие залезут, но в моем поместились нормально. И, кстати, не упирают. Форма амбушюр типа грибочков мне лично не нравится, они у меня как-то не держатся. И что самое грустное, из сменных амбушюр, наверное, еще штук 5-6 разных размеров, но они все такой же формы, имейте в виду. Бывает, что управление в наушниках, какое-то неполноценное, в этих есть все. По короткому нажатию, как обычно, плей-пауза, по двойному переключение треков и по тройному регулировка громкости. Вообще по красоте. Бывает, правда, что наушники тупят, и вместо того, чтобы громкость повысить, трек переключается, но для сенсорного управления это обычная ситуация. Компания обещает функцию чистого голоса. В наушниках есть 4 микрофона, по 2 в каждом, еще вроде как и шумоподавление, но это мы сейчас проверим. Москва, карантин, на улицу особо не выйдешь, поэтому как сознательные граждане протестируем их дома. Сейчас немного магии. Магия монтажа. Проверяем работу микрофона в Sudio FEM в домашних условиях. Сейчас давайте включим музыку, протестируем шумоподавление. Как будто я еду в машине. Я уже один раз послушал, как они звучат. Шумоподавление по факту не работает вообще. Музыку слышно, как будто она у меня в ушах. В общем, по этой части здесь минус. В общем, микрофоны отстойны, но зато автономность у них неплохая. В компании обещают до 5 часов автономной работы, на деле получилось так. Максимальная громкость в связке с Galaxy S20 – 3 часа 51 минута. В принципе, неплохой результат. Но на минус идет сразу плюс, задержка у них где-то полсекунды, не меньше. В шутеры типа там Call of Duty играть вообще нереально. Ну и теперь самое интересное, как они звучат. Перед этим, правда, надо ответить на не менее важный вопрос, сколько они стоят. 10 тысяч рублей. И вот теперь начинаешь на них смотреть совсем по другим ракурсам. Это уже не просто прикольные наушники. Это по цене, получается, конкуренты Galaxy Buds, а еще немного добавить и можно купить Jabra Elite 75T. В общем, совсем не дешево. Минус номер 1. Но это не прям минус, потому что играет не самую важную роль. Кодек тут только AAC, aptX нет. Минус 2. Само звучание. Оно как бы нормальное, нет никакой глуховатости звука, середина достаточно чисто звучит. Даже высокие прослеживаются, но вот низкие слабоваты. Во-первых, бас не особо глубокий, во-вторых, его маловато. Не настолько мало, как в MIFO 7, но вот не хватает какой-то сочности. То есть за 10 тысяч рублей не хватает какого-то характера, какого-то своего стиля, напора. В этой ценовой категории не хватает уже просто круто выглядеть. Нужны какие-то дополнительные фишки, к примеру, там свое приложение с разными приколюшками. Да и в принципе звук нужно как-то по-другому настроить. Я не могу сказать, что наушники плохо звучат, они звучат нормально, но для своей стоимости слабовато. И даже с учетом скидки 15%, она на них сейчас есть, тоже дороговато. Лучше всего ориентироваться в таблице с рейтингом наушников, она давно уже есть на канале, ну и Sudio FEM в ней встанут на 15 место рядом с One More Stylish за 60 баксов и MIFO 4 за 77 баксов. В общем, дороговато, но выглядит все-таки круто. Ну, чтобы было совсем весело, мы их разыграем. Sudio FEM прямиком из Швеции отправится кому-то из вас. Условия, как всегда, супер простые. Лайк, подписка и комментарий. В комментарии напишите, чем они вам понравились, ну или наоборот не понравились. Итоги подведем, как всегда, через пару недель в прямом эфире, более подробно в описании. Ну а на сегодня все. Всем хорошего звука, крутых гаджетов и до встречи в следующих видео. Пока!